Друзья, всем привет! Приветствую вас на нашем эфире "Вопрос-ответ". Надеюсь, меня хорошо слышно, видно. И мы приступаем к нашим вопросам, к нашей сессии "Вопрос-ответ". Значит, напоминаю, как у нас происходят, подобные сессии для тех, кто впервые. У нас есть вопросы, которые вы задавали в форму, я их читаю, отвечаю на них. Также у нас есть вопросы вот тут в чате, сбоку, на которые я отвечаю во вторую очередь. То есть в первую очередь на вопросы из формы, во вторую очередь на вопросы из чата. Так, и поехали по вопросам из формы. Так, сейчас. Вопрос-ответ. Итого, смотрим. Сегодня у нас какое? 28 мая. Вот. Александр, первый вопрос. Насколько важна связка Google Analytics, Google Search Console, Merchant Center и как правильно, в какой последовательности она должна быть сделана? Смотря, во-первых, какой бизнес. Давайте так. Если у вас интернет-магазин, то связка Merchant Center нужен в любом случае. Если вы бизнес делаете на долгосрок, и вы ожидаете людей, которые придут не только из рекламы, но и из органики "Гугла", из органического поиска, из SEO, из поисковой оптимизации, то очень Google Search Console пригодится. Если вы собираетесь сайт свой анализировать глубоко, а, какие-то действия делать, то и Google Analytics нужна. Я против использования инструмента ради инструмента, когда устанавливают там Google Analytics, кучу разных еще расширений аналитики, просто ради того, чтобы это было, и потом ничего не используют. А это все там влияет определенным образом на сайт. Поэтому тут вот насколько важна, а какие ваши планы на этот бизнес, на этот сайт, на его развитие, на каналы привлечения клиентов. Если планы большие, грандиозные, нужна вся эта тройка. Особенно если у вас интернет-магазин. Тогда, если услуги, то мерчант-центр не нужен. Последовательность не важна. Включаете и все. Так, второй вопрос. Вот Игоря. У нас 5 объектов для домов престарелых. Средний чек 23, загрузка 90+. Сейчас главный вопрос – построить систему масштабирования без потери качества и рентабельности. Дальше 5 вопросов. Вопрос первый. Как правильно выстроить маркетинг сети домов престарелых, чтобы получать именно качественные обращения от семей, готовых к размещению, а не просто дешевые лиды? Этот вопрос, он относится, в принципе, к любому сервисному бизнесу, который сталкивается с проблемой некачественных лидов. То есть, когда к вам приходят лиды, приходят заявки, но это люди, которые просто подумать, просто посмотреть, просто зеваки, а вы хотите людей, которые пришли с какой-то целью. И этот вопрос не решается волшебной настройкой или каким-то там какой-то кнопочкой. Это решается вопросом квалификации. То есть, если у вас идет входящий поток лидов, и вы считаете лидом любого человека, который заполнил форму, у вас нет никакой квалификации. Вы просто Гуглу сообщаете о каждой конверсии, как о нужной, как о важной. Google оптимизирует под это свой алгоритм. То есть первое, что в таком случае делают, особенно если большое количество нерелевантных заявок, это разрывают связь некачественная заявка, конверсия. То есть отключают регистрацию конверсии. Значит, сейчас то, что я говорю, это только для людей, которые знают, что они делать, чтобы сейчас у нас новички не побежали отключать конверсии при заявке. То есть если вы видите, что у вас большое количество фейковых заявок или не готовых к покупке, и вы понимаете, как связать CRM, и у вас она есть CRM, у вас есть возможность квалификации, связать CRM с Google Ads, это обычно делает программист через оффлайн конверсии. Что вы можете сделать? Считать конверсии только факт, когда ваш менеджер созвонился с клиентом и пометил в CRM этого клиента как перспективного или какой у вас там статус есть. И только в таком случае конверсия отправляется в Google Ads. И тогда Google Ads
обучается на реальных конверсиях. Но чтобы это заработало, ваш менеджер должен обрабатывать лиды сразу, а не когда-нибудь, когда рак на горе свистнет. Я просто очень часто, знаете, есть теория. Вот по теории я вам скажу, по теории вот сделайте так, будет вам счастье. А есть практика. Практика заключается в том, что во многих бизнесах владелец думает, что у него менеджеры по продажам просто гении оперативности, а на практике оказывается, что заявку оставили в четверг, менеджер перезвонил в следующую среду, заявку человек оставил там на какую-то конкретную услугу, менеджер ему звонит, говорит: "А что вы от нас хотите?" Человек говорит: "А я уже не помню, прошло уже 3 дня". И отсюда рушится вся эта логика квалификации. Поэтому переход к прогнозируемому масштабированию начинается с аудита отдела продаж и с технической связки CRM с Google Ads. Вот. Следующий вопрос. Как выстроить аналитику? Реклама, лид, просмотр, заселение LTV клиента. Тут вам, скорее всего, нужна или сквозная аналитика. То есть вопрос сквозной аналитики – это как бы вопрос, в котором, ну, не просто все индивидуально, все супер индивидуально. Потому что сквозная аналитика может быть как сделана базово на базе Google аналитики, так и могут быть кастомные решения, которые стоят там десятки тысяч долларов. У меня есть кейс, когда реализовывали сквозную аналитику для компании, которая занимается, а, как это называется, искусственным оплодотворением людей, которые не могут иметь детей. И они могут отслеживать. Эта аналитика обошлась в десятки тысяч долларов, но благодаря этому они могут отслеживать, от какого клика родился мальчик через год, а от какого клика в рекламе родилась девочка. То есть поняли уровень аналитики. Но это я образно говорю, там, естественно, множество других параметров. То есть тут я бы шел к программисту, к специалисту по сквозной аналитике. Этому программисту говорил: вот смотри, друг, у меня есть такая реклама, у меня есть такой сайт, у меня есть такая CRM, у меня есть вот такие связки. Как мне из всего этого сделать аналитику? То есть это не решение, которое из коробки: купи вот этот сервис, нажми 3 кнопки, и будет тебе счастье. В основном это решение индивидуальное. Третий вопрос. Какие каналы вы бы усиливали в первую очередь для нашей ниши? Google Ads, YouTube, TikTok, SEO, AI, CRM. Я бы, наверное, в первую очередь CRM-маркетинг, именно email-маркетинг, чтобы люди, которые к вам попали, они догревались. Они понимали, как у вас круто, как у вас ваши постояльцы счастливы. Это в первую очередь. Блог с историями. Истории – это то, что в вашей сфере цепляет. Причем я бы дублировал. Я бы, наверное, снимал видео истории, выкладывал на YouTube, из них делал истории для блога, из истории. То есть я бы, наверное, построил такой мини производ фабрику контента. То есть снимается видео про какого-то постояльца. Он рассказывает там, как он, что он, а, что не реклама, не отзыв, а вот история человека. Вот там Иван Николаевич, он там всю жизнь работал военным, он сейчас у нас, он там играет в шахматы и так далее. Потом эта история публикуется в виде статьи. Просто видео кидаете, транскрибируете, искусственный интеллект вам транскрибирует, публикуется в виде статьи. Из этой статьи публикуется Facebook, Instagram, посты. Для чего это делается? Дело в том, что люди, они, когда видят самих себя, они когда узнают: "О, так это же такой же, как я. О, это же такой же, как мой папа. Ой, это такая же, как моя мама". У них срабатывает, намного сильнее контакт с вами, чем когда вы рассказываете, что у нас 90% довольных клиентов. Я бы вот эти вот вещи делал. Причем это немного труда занимает, то есть это такой процесс. Во вторую очередь я бы выстраивал поисковую рекламу. Поскольку у вас появляется YouTube-канал, туда ремаркетинг для тех, кто интересовался. И пока, наверное, на этом все. Пока вот это не масштабировал, пока бы я, наверное, остановился. Во вторую очередь я бы занялся поисковой оптимизацией и AI-воронками.
4 вопрос. Как масштабировать сеть на другие города и страны, в частности на Польшу, не теряя окупаемости рекламы и контроль качества? Ну, это утопия. Масштабировать на европейскую страну, которая явно больше, богаче и конкурентней, не теряя окупаемость, и рынок, который вы не знаете ментально, не знаете культурно. То есть, смотрите, если вы бы прожили в Польше какой-то, или у вас и был бы бизнес-партнер, который прожил в Польше, который знает, как этот рынок, знает эти ментальные особенности, то да. А вот так вот заходить на другой рынок без опыта в этой нише там, вы наделаете много ошибок, это нормально. И время, пока вы будете делать ошибки, у вас будет падать окупаемость и будет сначала низкое качество. То есть это закон для любого нового рынка. Но изначально, то есть идея какая? Вам изначально нужно максимально стабилизировать показатели, чтобы вы знали, что четко у вас вот заходят пользователи, там 17% конвертируется в лид, из 17% из них такое количество конвертируется в продажу, такое количество там приходят, заключают договоры. Вы четко знаете цифры. И когда вы приходите на новый рынок, на ту же Польшу, вы поняли, в чем проблема? Почему многие сливают деньги при масштабировании? Потому что долго диагностируют проблему. Когда ты запускаешь в Польшу, и реклама просто работает плохо, просто невыгодно. И ты стоишь и думаешь, а что именно в этой связке невыгодно? Когда ты знаешь свои цифры на каждом этапе, ты смотришь, так, конверсия посадочная, нормальная, такая же, как в моей базовой стране. Конверсия в продажу такая же, например. Конверсия в оплату такая же. А вот где-то вот тут, там в LTV ошибка, люди уходят там через 3 месяца. Значит, крутим вот тут. Или, например, конверсия посадочная плохая. То есть вы сразу видите место хотя бы, где вносить изменения. Поэтому логика примерно вот такая. Главный вопрос. Как собственнику выйти из режима постоянного ручного контроля и построить систему, где маркетинг, продажи и персонал работают как единый механизм? А, Нанимать сильных людей. Это единственное. Я как собственник, как я как владелец бизнеса смог выйти из операционки, когда я начал нанимать супер людей, мощных а, игроков А уровня, которые берут на себя ответственность, то есть искать людей наивысшего уровня, которые способны брать на себя ответственность и реализовывать вашу стратегию. То есть ни единого другого способа, ну, я бы мог, конечно же, сказать искусственный интеллект, но искусственный интеллект вам может стратегию прописать или продумать, но он за вас не имплементирует ее, не внедрит. Вот. Поэтому тут однозначно и стопроцентно нанимать людей. И, кстати, друзья, раз упомянул про рекламу, про поиск, я напоминаю, что у нас до конца этой недели действуют специальные условия на курс «Формула Google поиска». Это самый глубокий курс по поисковой рекламе в мире. Я сейчас не преувеличиваю, когда говорю в мире, в том числе на английском языке. Там 19 модулей только про поисковую рекламу. Мы максимально вот для предпринимателей, кто работает с поисковой рекламой, это самый глубокий, самый мощный курс. Вот сейчас появилась в чате ссылочка, и ранние условия на этот курс действуют до конца этой недели. Поэтому, если вы еще не там, то очень рекомендую ознакомиться. И идем с вами дальше по вопросам. Алена, может ли повлиять новая компания на уже текущую компанию на одном и том же аккаунте с разными ключевыми словами негативно? Если да, можете назвать причины. Если там разные ключи, то единственный способ, как она может повлиять, это если у нее будут очень плохие результаты в плане качества, это понизит общее качество аккаунта, и это повлияет на следующие компании в на следующей компании, открываемой в аккаунте. Но чтобы это произошло, во-первых, результаты должны быть, ну, просто адски плохие, дико плохие. А во-вторых, влияние будет не какое-то, не колоссально большое.
Вот. Вот такая логика. Окей. Так, идем дальше. Александр. Есть клиент на аренду апартаментов в Испании. Подскажите, по примете ваших кейсов, с чего лучше запускать рекламу? Как правильно продвигать аренду апартаментов? Ну, тут же главный вопрос аренды апартаментов. У него они одни апартаменты, или у него сеть апартаментов, или у него риэлторская компания, или он посредник. Тут же бизнес-модель зависит от этого. То есть если у него там он посредник, и у него сотни апартаментов, то лучший способ, я бы строил какую-то воронку через лид-магнит. В лид-магните каталог доступных на сегодняшний день апартаментов и как-то так. Если у него они одни, и они какие-то мега крутые, то можно через баннерку, через поиск покрутить. Если у него их какая-то сеть, ну, поиск снова же таки. Тут бизнес-цель какая? Вы пляшете от ниши, а в нише же может быть сотня разных нюансов. Премиум, если это премиум апартаменты, то поиск вряд ли, тогда я бы YouTube рекламу плюс баннерку. Если это какой-то эконом-сегмент, там поиска можно достать больше. Премиум тоже, в принципе, можно поиском достать. В общем, тут вопросов больше, чем ответов. Вот. Но общая идея, слушайте, как у вас есть в Магия Google 5.0 есть AI-куратор. Посоветуйтесь с ним по этому вопросу. Так. Следующий вопрос. Добрый вечер, Максим. Добрый вечер. Возник вопрос по отслеживанию конверсии. Сейчас у нас Рингостат, ранее был Бинотел. Продаем котлы. Сайт Хорошоп и Пром. Большая часть заказов через звонки, но мы видим не все звонки в конверсиях. Часть просто не попадает в статистику. Сейчас отслеживаем конверсии. Звонки, заказы через корзину, форма обратного звонка, Binotel чат. Когда в рекламном кабинете много компаний, становится сложно объективно понимать, какая компания работает эффективно, какая нет. Также есть клики по номеру телефона, после которых люди звонят напрямую, и эти данные тоже не всегда отображаются. Дополнительно изучали вопрос передачи оффлайн конверсии через Google Click ID. Но наши CRM-системы пока такую интеграцию не поддерживают. Подскажите, пожалуйста, как бы вы посоветовали выстроить аналитику? Сделать отдельно одна компания на котлы, одна на дымоходы, и уже вручную фиксировать факт лидов и продаж сайта, чтобы четко понимать. Много разных компаний. Ну, смотрите, я бы, вот главный вопрос, я бы параллельно делал тактический ход и стратегический. Тактический ход – это пофиксить сейчас, что можно сделать быстро. Быстро можно сделать, например, как вы написали, разделить компании и дальше вручную фиксировать. Это то, что можно сделать быстро. Но системно, то есть если мы говорим о росте масштабирования, вы на таком быстром фиксе не проедете долго. Поэтому системно, я вижу, вам нужно нанимать специалистов по сквозной аналитике. Но у вас действительно сложный кейс. У вас 3 сайта, вы планируете их увеличивать, у вас 3 сайта, у вас 2 CRM, у вас разные способы контакта с вами. То есть тут однозначно вы не решите это одним каким-то сервисом, одним решением. То есть это будет сложная интеграция, которая собирает в базу данных все это и потом между собой обрабатывает. То есть я бы на долгосрок, я бы искал агентство по внедрению сквозной аналитики или специалиста-фрилансера по внедрению сквозной аналитики. На долгосрок. На краткосрок я бы работал на оффлайн конверсиях через таблицу. То есть сохранял бы где-то все-таки Google Click ID, несмотря на то, что вы говорите, что интеграцию не поддерживает, я уверен, что можно. Смотрите, давайте так. Как бы я сделал? Вот самое простое. У вас не поддерживает CRM-системы ваш Google Click ID. Что бы я сделал? Я бы пошел на биржу, нет, я бы сейчас не на биржу фриланс, я бы пошел в Claude Code и сказал бы: дорогой Claude Code,
Напиши мне JavaScript, который в момент, когда человек вводит, свой имейл или еще что-то, делает какое-то действие на сайте, сохраняла его Google Click ID куда-то, посоветуй куда, вместе с имейлом или другим идентификатором. То есть я бы, сделал скрипт, который собирает эти данные. Дальше я бы поручил своему помощнику раз в неделю: вот тебе список Google Click ID с сайта, вот тебе список продаж, сопоставляй. По имейлам, по времени посещению, как хочешь. Ну, то есть я бы прежде чем делать сложную аналитику, я бы руками это делал. То есть, например, Google Click ID сохраняется, видно, в какое время зашел человек и когда был звонок. Ну, скорее всего, это этот человек. Дальше я бы посадил помощника, сопоставлял. Он бы сопоставлял, и я бы в Google Ads загружал обратно результаты. После того, как я бы это сделал, у меня бы появилось уже данные, понимание, как что оптимизировать. То есть это быстрый ручной фикс. Сохранять Google Click ID отдельно, вручную сопоставлять и загружать. Но параллельно однозначно какое-то агентство искать, у вас очень непростая ситуация. Поэтому все-таки рекомендую задуматься. Это будет длинный проект, он займет у вас месяцы, но без него вы шаг вперед на масштабирование не сделаете. К сожалению, вот такого прям решения, знаете, одного сервиса, который бы все соединил, к сожалению, я, по крайней мере, не знаю о таком сервисе. Если кто-то знает, посоветуйте. Так, э, Игорь, я прошел у тебя... Так, Султан пишет. Несколько курсов. Магия, ОС-формулу, архитектуру. И курсы классные, все понятно, доступно. Но я еще не смог заработать. Не получил за это время ни одного клиента. Не сказать, что ничего не предпринимал. Но надолго сливать бюджет тоже не получалось, потому что излишков тоже не было. Пошаговый алгоритм. Как найти первого клиента, если взять за основу услугу AI-архитектуры и для какой ниши она лучше подойдет? Для стоматолога, с СТО или риэлтора? Султан, ну тут все зависит, во-первых, от географии, от ниши. Я бы задал вопрос тебе, а какую нишу ты сам лучше всего знаешь? Потому что когда ты, смотри, когда ты общаешься с владельцем бизнеса, предприниматели очень проницательны. И когда ты вообще ничего не понимаешь в их нише, и ты приходишь, например, к владельцу стоматологии и начинаешь ему что-то рассказывать, а он моментально сечет, он моментально слышит, что ты в этом вообще ничего не понимаешь. И на этом разговор заканчивается. То есть первое — это а в чем я сам разбираюсь как человек. Я разбираюсь в бизнесе, ну, не бывает людей, которые ни в чем не разбираются. А, я бы задал вопрос следующим образом. Вот у меня есть, например, друзья школьные, университетские, дворовые, у которых сейчас какой-то бизнес. Например, у одного из них СТО. Я бы пошел к нему и спросил бы, поговорил: слушай, а что, как, какие проблемы, как привлекаете клиентов? И послушал, что бы он мне расскажет. И понял бы, есть там проблемы, нету. То есть не существует, по крайней мере, я и друзья, если кто-то знает, поделитесь в комментариях, может, есть какой-то волшебный способ, как вот, делай один, делай два, делай три, и у тебя клиент, который приносит тебе прибыль. Поделитесь, кстати, может, в комментариях, как кто искал первого клиента. Но логика в том, что первое — это разобраться, к кому ты идешь, какие там проблемы. Потому что есть шанс, что ты придешь, ему скажешь: я тебе настрою систему, которая будет приводить клиентов, а он скажет: а у меня нет проблем с клиентами. У меня есть проблема, например, с тем, что они после первого заказа уходят. Ты говоришь: я тебе с этим тоже могу помочь. Но это уже звучит не как сильная позиция. Это звучит как, типа, я делаю что угодно. Но если ты к нему сразу придешь и скажешь: слушай, я знаю, что в твоем бизнесе есть одна большая проблема, что в бизнесах таких, как ты, люди уходят после первого заказа. Это уже сильная твоя позиция. Поэтому знать боли рынка, куда ты собираешься идти. Через знакомых, через депресерчи, через форумы, через какие-то посещения конференций. Самый простой способ, который я бы, наверное, сделал. Я бы посмотрел в моем городе, какие есть конференции. Там завтра конференция для стоматологов, послезавтра для владельцев стоматологических клиник, послезавтра конференция, там, не знаю, для компаний, производящих металлопластиковые окна. Я бы ходил на эти конференции и слушал доклады, потому что доклады на сценах конференций для владельцев бизнеса отзеркаливают боли в этой индустрии. Слушал бы доклады, какие у них боли, какие у них проблемы, общался на перерывах, подходил бы. Я вот занимаюсь маркетингом в вашей нише. То есть
Когда ты приходишь, вот, Султан, если я вам скажу сейчас, нужно для риэлтора, и вы завтра пойдете к риэлторам продавать, не понимая, как работает их бизнес и какие у них боли, у вас ничего не получится. Поэтому начинайте с того, что выберите какую-то одну нишу. И архитектура работает для любого бизнеса, потому что эта архитектура работает как стратегический центр маркетинга, который переупаковывает полностью смыслы компании. То есть применить можно куда угодно. И к риэлторам, и к стоматологам, и к СТО, и к кому хочешь. Вопрос, какие есть боли в вашей стране, в вашем городе к людям, к которым вы можете прийти, онлайн или оффлайн. И вот с этого начинайте. Исследуйте, одну возьмите, копайте, исследуйте эту нишу, смотрите, что делают другие компании для этой ниши. В Америке вообще, там сейчас, если посмотреть агентства, практически не осталось агентств для всех. Там есть, например, как было, значит, сначала, еще там 25 лет назад в Америке начали появляться агентства по Google Ads, там, агентства по поисковой оптимизации, которое дело для любых бизнесов. Потом стало понятно, что конкуренция такая, что нужно нишеваться. Начали появляться агентства, например, для ниши home improvement, улучшения дома, агентство для автониши. Потом стало понятно, что и это слишком крупно. И сейчас, если вы начнете гуглить, какие есть в Америке в основном специализации агентств, там специализация, например, агентство для агентство, предлагающее услуги по рекламе компаниям, которые устанавливают солнечные панели для частных потребителей. А рядом другое агентство, которое оказывает маркетинговые услуги для компаний, устанавливающих солнечные панели для корпоративного сектора. То есть настолько уже низкое нишевание. Почему? Потому что конкуренция порождает необходимость пропитываться, узнавать глубоко индустрию, более этой индустрии. Поэтому выберите какую-то нишу, выберите какой-то наиболее близкий вам раздел бизнеса и углубляйтесь в него максимально. Возможно, кстати, вашим этим разделом бизнеса станут другие рекламные агентства, потому что рекламное агентство – это очень часто сапожник без сапог. Они умеют настраивать рекламу, но у них все очень плохо с маркетингом. Если вы понимаете, как это работает изнутри, вы приходите и показываете. Но вот этот опыт приходит только после попыток, не через рекомендацию, какая ниша лучше. Максим, можно ли и как лучше запустить на один сайт одни и те же товары, Performance Max и Shopping, чтобы протестировать стратегии? Возможно, делать разные фиды Да, все правильно, Максим, разные фиды с разными идентификаторами. Вы делаете 2 фида, во втором фиде ко всем идентификаторам добавляете букву там А в конце. То есть у вас идентификатор отличающийся, все, нету каннибализации. У нас в курсе «Шопинг и формула» есть эта методология. Юля, по всем показателям все хорошо, но последний месяц падают показы и лиды. И это все. Юль, к сожалению, я даром ясновидения не обладаю. И у вас вы пишете по всем показателям все хорошо, но падают показы и лиды. Значит, наверное, не все хорошо. У нас в курсе, в том же там "Магия Google 5", есть дерево решений траблшутинга. Если то. Если нет, то проверяйте, что с бюджетом, что со стратегиями, что с Вы смотрите, вы не указали ни страну, ни бизнес, ни тип рекламной кампании, ни настройки рекламной кампании, ни показатели, какие были до, ни показатели, какие были после. Ничего. Просто написали, что все было хорошо, а теперь стало все плохо. Это как прийти к врачу и сказать: "Слушайте, я всю жизнь жил, у меня все было хорошо, но сейчас все плохо". А к какому врачу идти с таким запросом? Поэтому, к сожалению, тут помочь не могу. Светлана. Добрый день. Автоматически созданные объекты от ИИ насколько хорошо отрабатывают на данный момент и надо ли отключать возможность их создания? Светлана, надо. Надо отключать возможность их создания. Я об этом говорил в курсе. Так, Алексей. Игорь, привет. Привет. Вопросов нет. Класс. Просто слова благодарности за вдохновение, за помощь, за открытие новых векторов развития. Это ценно. Спасибо большое, Алексей. Очень приятно видеть обратную связь. Все работает, тесты делаются, ремаркетинги наполняются. Кайф. Очень жду 7-8 модуль, чтобы отправить рекламу в космос. Топ. Алексей,
У Алексея мощная обучающая программа в сфере телевидения. Офигенная просто. Кто хочет детей, подготовить к актерскому мастерству и так далее, это, я считаю, топ. Называются они, в Киеве "Showmax". И действительно, вот видите, когда ты систематически подходишь к процессу, вот как Алексей выстраивает тесты, все порекомендовал. Вот мы модуль за модулем "Магии Google 5" выстраиваем тесты, ремаркетинги, списки, аудитории. Когда все это наполняется, оно работает как система. А много людей же знаете, как, делают? Я вот сейчас, наверное, 60%, да, людей, они так: "Ага, первый модуль, не, это скучно, третий это скучно. О, у пятого прикольное название". Открыл пятый модуль. О, шестой урок пятого модуля, прикольное, интересное название. Посмотрел на двойной скорости. Да не, сложно. Пойду посмотрю третий урок третьего модуля. О, интересно, дай попробую. А кайф от эффект для бизнеса начинается тогда, когда вы просто систематично строите систему. Вы же когда дом строите, вы сначала фундамент построили, дождались осадки, просушки, потом первый этаж. А прикиньте, чтобы вы пришли такие: "Так, фундамент- это скучно и нудно, я лупану сразу бильярдную на третьем этаже". А как она будет на третьем держаться, пусть на палочках держится. И после этого получаются результаты типа "я не знаю, что не работает". Так, Юлия, есть рекламная кампания, созданная до курса, работает нормально. Как ее лучше масштабировать и добавление новых групп объявлений и увеличение бюджета? Сейчас бюджет 55 в день, всего одна группа объявлений, стоимость 70 конверсий. Конверсии приходят каждые 2 дня. Конверсия– это бронирование ремонта в CRM-системе. Спасибо. А, Ну, я надеюсь, речь идет о поисковой кампании, потому что тут не указано на какой. Масштабировать- это тот же, ну, во-первых, ее надо проаудировать и прооптимизировать. То есть посмотреть, какие там сейчас ключевые слова, какие там сейчас поисковые запросы, какие там сейчас объявления, какие результаты. А после этого убрать все лишнее, и после этого можно добавлять новое. И еще технический вопрос. Как лучше применять AI-куратора к разным проектам, чтобы чат не запутался в контексте разных бизнесов? Юлия, однозначно, каждый отдельный бизнес– это отдельный проект с AI-куратором. Однозначно. Иначе будет путаница. То есть у вас бизнес А, вы для него один проект создаете, в него своего AI-куратора. Есть проект Б, в нем второй бизнес, в нем своего куратора. Есть бизнес С, в нем третьего куратора отдельного. Кто не из курса "Магия Google 5.0", расскажу. У нас в курсе "Магия Google 5.0" появился AI-куратор. Это специально наученная нейромодель, которая дает ответы по курсу, который знает контекст курса и отвечает по тематике курса. Так вот, на каждый отдельный бизнес нужно создавать отдельного AI-куратора. Так, Performance Max Дмитрий со старта начал приносить конверсии по низкой цене. Постепенно повышал бюджет не более чем на 20%. Через 20 дней стоимость конверсии начала повышаться. Какие действия мне нужно сделать, чтобы стоимость конверсии начала снижаться? Товарный бизнес, фид-мерчант не используем. Бюджет. Смотрите, логика какая? Это закон рынка. Это закон экономики. Чем больше алгоритму, чему угодно вам нужно найти клиентов, тем дороже вам обойдется каждый клиент. То есть условно намного дешевле найти 3 клиентов для своего локального бизнеса, чем системно находить 3000 клиентов для большой корпорации. Поэтому рост в любом случае повлечет увеличение цены конверсии. И ваша как предпринимателя задача принять решение, на каком балансе бюджет, цена, конверсии я останавливаюсь и как я могу дальше расти. Как уменьшить обратно? Вернуть бюджет и установить, я думаю, у вас уже обучение прошло, фаза обучения, перейти на стратегию назначения ставок, как я в курсе "Магия Google 5" рассказывал, стратегия назначения ставок, э, целевая цена за конверсию, поставить ее с запасом, то есть вот какая у вас за последнюю неделю была целевая цена за конверсию, скажем, $10, поставить ее с запасом 20%, поставить $12. И дальше через 4 дня уменьшить на 10%, на 1,2, еще уменьшить до тех пор. То есть
сжать ошейник алгоритму Гугла, но не сразу сжать, чтобы он задохнулся, а сначала дать ему иллюзию простора, достаточную целевую цену за конверсию, дальше эту целевую цену за конверсию постепенно ему затягивать, чтобы он вам искал нужных клиентов. Дмитрий, как эффективно настроить рекламу в Польше на украино- и русскоговорящих, кроме выставления языка? Ну, смотрите, смотря от какой рекламы идет речь. Если речь идет о YouTube рекламе, например, то у вас же есть возможность таргетинга по людям, посещавшим определенные сайты. Наверняка украино- и русскоговорящие в Польше посещают определенные сайты польских организаций или украинских организаций, там, возможно, ДИА сайт, еще чего-то. То есть у вас есть возможность по особым аудиториям таргетироваться. Ну, да. То есть это седьмой курс «Магия Google», седьмой модуль «Магия Google 5», который завтра выйдет. Там как раз есть про особые аудитории. Вот завтра посмотрите. Игорь, добрый день, витаю з Киева. Работает Performance Max Feed Only. Работает, приносит лиды. Результаты стабильны. В то же время каждую неделю происходят какие-то нестандартные ситуации. То у хостинга атака на сервер и сайт жутко тормозил, то отсутствовали несколько позиций на складе. Из этого не могу понять, как именно повлияли нестандартные ситуации на работу компании. Ведь, по идее, должно было где-то просесть. Но количество конверсий практически не изменялось, и оборот такой же остался. Бюджет тратится полностью. Целевая цена за конверсию ниже. Подскажите, стоит ли в таком нестабильном периоде поднимать бюджет или снижать целевую, чтобы увеличить доход, оборот? Или дождаться, пока пару недель будет нормальная динамика, чтобы не сломать работу компании? Ну, смотрите, я бы анализировал, Игорь, работу компании не по реальным нестандартным ситуациям, а как алгоритм с этим справляется. Судя по вашему описанию, алгоритм отлично отрабатывает все эти нестандартные ситуации. Поэтому я считаю, можно в вашем случае поднимать бюджет и масштабироваться, не ожидая нормализации. Другое дело, что если бы эти нестандартные ситуации привели к тому, что алгоритм выбивается и начинает непредсказуемо давать лиды, тогда да, дождаться нормализации. В вашем случае алгоритм это отлично отрабатывает, и я бы, в принципе, уже запускал, ну, масштабировался, оптимизировался. Так, все, вопросов из формы больше нет. Друзья, вопросы теперь из чата читаю. Если у вас есть вопрос, пишите его в чате, потому что я вижу тут всего 3-4 вопроса. Я, как их на них отвечу, будем заканчивать. Поэтому, если есть что-то на уме, пишите прямо сейчас тут. Так, Ведрокс. Игорь, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, через какую РК лучше всего настроить динамический ремаркетинг и обычный ремаркетинг на товары? Performance Max и стандартный шопинг. Динамический ремаркетинг настраивается еще через КМС, но обычный ремаркетинг лучше всего я бы, наверное, через Performance Max настраивал и через Demand Gen. Даже, наверное, больше бы через Demand Gen. Вот. То есть Demand Gen, Performance Max, стандартный шопинг. И для динамического дисплей компания КМС. Так. Максим, подскажите, купил недавно Magic Google 5.0. Есть ли смысл идти на новый курс по поиску? Зависит от ваших целей, Максим. Если цель углубиться в поиск, то есть, как вот представьте, буква Т есть, да, есть широкая палочка у буквы Т. Это вот это магия Google 5.0. Это курс, который охватывает все виды рекламы. Поисковая, Demand Gen, Performance Max, видео, все-все-все. А есть вертикальная палочка. Это курс по Google поиску. Самый глубокий в мире курс по поисковой рекламе. Он в нем нету ни Demand Gen, ни Performance Max, никаких этих вещей. Только поиск, но очень-очень глубоко для премиум ниш и так далее. Я бы сказал так. А, Сначала закончите магию Google 5.0, получите результаты. Убедитесь, что из поиска у вас получаются самые лучшие результаты. Вот вы в магии Google 5.0 запустите разные виды рекламных кампаний, проанализируйте их. И когда вы увидите, что, например, в поиск дает самые четкие, самые крутые результаты,
и я хочу поиск максимально оптимизировать. Вот тогда имеет смысл на новый курс по поиску идти. Федор. Добрый вечер, рад видеть, взаимно. Подскажите, как в нише мебель на заказ выйти на новый уровень, захватить или приблизиться к клиентам, которые готовы заказать дорого? То есть занять VIP-нишу, где люди. Мы привыкли платить много за свои хотелки. Казахстан, Алматы. Окей. Смотрите, люди, которые привыкли платить дорого, они это вообще особый вид маркетинга. Вот все те советы, которые работают в обычном маркетинге, в обычной рекламе, они или вообще не работают, или по-другому работают в VIP-сегменте, в премиум-сегменте. Потому что там цена- это то есть смотрите, стандартный подход к маркетингу говорит, что вам нужно доказать, что ваше решение по соотношению цена-качество, по, характеристикам лучше, чем другие. Как только вы в науке маркетинг есть такое понятие, как эластичность ценового диапазона, что есть 3 категории цены. Ниже грязи, грубо говоря, эконом-сегмент, средний сегмент цена-качество и VIP-сегмент. В каждом из этих сегментов есть свои фразы, триггеры и свои дисквалификаторы. Если вы для премиум-сегмента начнете доказывать, что у вас что-то там оптимальней, что-то там, я не знаю, цена-качество, что-то там немножко лучше, на этом вы полностью проигрываете всю конкуренцию. Ну, то есть, грубо говоря, если Rolls-Royce завтра начнет доказывать, что это экономная машина, то Rolls-Royce раздавит Volkswagen и Шкода. Они выиграют, потому что Volkswagen и Шкода более экономная машина. Если шампанское Crystal или Вдова Клико начнут объяснять, что у них там какой-то, э, не знаю, лучше, чем у других, там подход к хранению или чего-то, они проиграют рынок шампанскому за 10 евро или вину за 10 евро. В VIP-нише у вас должно быть одно отличие, которое вас делает просто тупо другой категории. Вы и все позиционирование премиум-ниши делается следующим образом. Есть мы, есть все остальные. Хочешь- заказывай у всех остальных. То есть если у вас мебель на заказ, то вам нужно найти одну уникальную характеристику, которую нет ни у кого. Что это может быть? Это может быть уникальные материалы, которых нет ни у кого. Это могут быть уникальная экспертиза. Вот в Японии они очень любят, например. Эту мебель начал проектировать прадедушка мой там 150 лет назад, и до сих пор его технологии. Все, такого нигде ни у кого нет. Это может быть сверхсервис, что мы тебе мебель там, не знаю, вообще сделаем на завтра, ты даже не заметишь установки, все будет идеально. То есть найдите, чем вы реально можете поделить рынок пополам. Предположим, это материалы. Я сейчас предполагаю, например, это материалы. И дальше вы весь свой маркетинг строите на том, что, ребята, если вы готовы на компромиссы в материалах вашей мебели, идите покупайте где угодно. Если вы цените бескомпромиссное качество, вам к нам. И тогда вам никому не нужно ни с кем сравнивать. Когда к вам приходит клиент и говорит: "А там дешевле, не знаю, лучше цена", вы говорите: "Так покупай там, пожалуйста". Это другая категория, это не наши конкуренты. У нас нет то есть вам нужно создать свою категорию в нише мебельный заказ, где у вас не будет конкурентов. И дальше эту категорию двигать. И дальше, строить и дальше смотрите, в чем секрет получается. Дальше вы строите рекламу не себя, а строите рекламу категорий. То есть, например, вот я сейчас просто фантазирую. Вы изобрели категорию там дуб столетней пропитки. Материалы, которых больше ни у кого в Казахстане нет. И вы говорите: "Ребята, если вам важно, чтобы ваш стол, он был вот из материалов просто уровня там королям, из которых делают материалы, вам к нам".
И дальше вы начинаете рекламировать не себя как бренд, а категорию. И ваша реклама звучит не «мы классные», а ваша реклама звучит «люди, которые ценят беспрецедентное качество, выбирают вот этот дуб, пропитанный, там, не знаю, королевский дуб». И вы рекламируете не себя, а категорию, которую вы создали. А раз вы в этой категории один, то вы ее захватываете. То есть там маркетинг намного хитрее. Если хотите, приходите на консультацию, подумаем. Так, Максим, подскажите, пожалуйста, ниша, как я говорил ранее, твердотопливные котлы. Сейчас рекламируется 70% бюджета Performance Max, 20% поисковая. В дальнейшем планируем добавлять и тестировать YouTube, соцсети. Средняя маржа 25%, при этом реклама 10%. В итоге чистыми у нас с партнером 6%. Подскажите, пожалуйста, что вы посоветовали запускать и внедрять поэтапно, чтобы снизить стоимость рекламы и повысить эффективность? При этом хочется масштабироваться, но текущая финансовая модель, существующая стратегия пока не дает делать это комфортно. Смотрите, Максим, вот я как предприниматель, если бы я увидел, что я получаю 6%, еще и делю это с партнером, в первую очередь я бы, наверное, не о рекламе думал, а о максимизаторах прибыли. В первую очередь я бы, наверное, сел, открыл свой центр управления маркетингом, вот тот центр управления маркетингом, который мы в AI-система маркетинг-курсе создавали, и задал ему вопрос. Придумай мне, во-первых, разложи путь моего клиента от и до. Вот он купил твердотопливные котлы. Что ему нужно? Как часто ему нужно? И дальше придумай мне на каждом этапе 10 идей до продаж. 10 идей до продаж. Не одну. Дальше вы начинаете думать. Окей, могу ли я ему топливо поставлять по подписке? Если да, как на нем больше заработать? Могу ли я ему регламентные работы какие-то продавать дороже? Могу ли я его посадить на подписку на регламентные работы? Могу ли я увеличить частоту обращений? Могу ли я увеличить средний чек? Могу ли я допродавать какую-то химию, какие-то присадки? Типа кидай этот кубик в твердо... Я... Кто-то мне рассказывал, есть там какие-то кубики, ты их кидаешь в твердотопливный котел, и он типа там на 8% больше дает эффективность. Никто это не проверяет, но все в это верят. Соответственно, думайте, как вы можете, что вы можете увеличить средний чек. То есть первое, что бы я делал, это увеличивал бы маржу. Потому что, судя по всему, проблема там, а не в рекламе. Я бы пошел ко всем конкурентам, заказал бы твердотопливный котел и внимательно слушал и смотрел, что они мне будут предлагать еще, что они мне будут допродавать. Скорее всего, они мне будут допродавать там какие-то фитинги для труб, ну, установку, само собой, какие-то замену там, не знаю, труб, какие-то еще девайсы дополнительные, кожухи, теплообменники. Все бы это тщательно записывал и думал, как я могу еще больше с этого заработать. То есть это первое, что бы я сделал. Очень детально бы с помощью искусственного интеллекта, с помощью глубоких исследований, ресерчев собрал бы все возможные идеи увеличения среднего чека при первом касании, увеличения частоты продаж, частоты касаний и увеличения среднего чека каждого последующего касания. То есть у вас есть 3 рычага увеличения вашей маржи. Дальше я бы сел с партнером и решал бы, как и что мы можем реально сейчас внедрить, чтобы увеличить средний чек. Это в первую очередь. Во вторую очередь я бы подумал ну, установка, я надеюсь, у вас есть. Или своя, или партнерская, неважно. Я бы во вторую очередь подумал о партнерском маркетинге. То есть люди, которые устанавливают твердотопливные котлы, они, скорее всего, там, это частный дом, скорее всего, у них есть определенные проблемы, связанные, то есть если они твердотопливный котел, то у них наверняка там с бойлерами какие-то вопросы есть, с проводкой. Я бы подумал, с какими компаниями я могу запартнериться, которые работают в моем же регионе, чтобы сделать кросс-маркетинг. Ребята, у нас есть база людей, которые у нас покупали котлы. Хотите, мы на эту базу продадим ваши товары, и за это нам определенный процент, а вы на свою базу наши товары, и мы вам за это процент. То есть я бы нашел вот эти взаимные контакты. И в третью очередь я бы занялся рекламой.
Рекламой, судя по всему, у вас я бы качал поисковую поисковую. То есть, я предполагаю, что если 70% бюджета уходит на Performance Max, она дает самый лучший результат. То есть там, скорее всего, ну, как бы ограничены будут, там иксы не будут, да, будет небольшое увеличение. Я бы, наверное, на поисковой сосредоточился, ну и Performance Max продолжал бы оптимизировать. Примерно вот так. Так, Костя, здравствуйте. Нет опыта в написании карточек товара. Сейчас использую ИИ. Как влияет на поисковую рекламу? Коллега говорит, нужно писать самому описание товара. Влияет на результат? Смотрите, вопрос. а, вот те у нас, кто был на курсе AI-система маркетинг, они знают, чем отличается искусственный интеллект из коробки и искусственный интеллект, который построен как система под наш бизнес. Потому что искусственный интеллект, который построен под наш бизнес, который знает контекст нашего бизнеса, который определенной мышленческой прошивкой обладает, он пишет так, как вы сами пишете, потому что он копирует вас. Там есть отдельная методология, как извлечь свой образ мысли и заложить в модель. Поэтому ответ следующий. Если вы делаете согласно методологии, которую мы использовали в курсе AI-система маркетинг, великолепно у вас будут работать карточки товара. Если вы просто тупо открываете пустой чат GPT и говорите ему: "Напиши мне карточку товаров", ну, это будет влиять негативно в целом на все. Вот. Так, Игорь, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, если масштабировать проект на Польшу, какой из ваших курсов будет полезен и почему? Не знаю. Какая ниша? Если, вам масштабировать, то есть смотрите, если у вас уже есть стратегия, если вы понимаете, как работает маркетинг в Польше, как работает ваша ниша в Польше, то можно начать с магии Google 5. Если у вас нет понимания, то есть вы, в принципе, в этой нише никогда не работали в Польше, то я бы начал с AI-системы маркетинг, построить фундамент. То есть в AI-системе маркетинг вы сделаете исследование рынка, вы построите фундамент, вы построите систему, которая вам сможет стратегически давать советы по выходу на польский рынок, а потом уже думать о рекламе. Так, здравствуйте. Как вы считаете, как изменится поисковая реклама Google в эпоху AI-ответов? А, Она трансформируется. То есть, ну, во-первых, посмотрите тут прежде, прежде чем давать ответ, нужно продиагностировать. Зайдите в Google и задайте сначала вопросительный запрос в Google вида «Сколько дюймов телевизор нужен для комнаты 12 квадратных метров?» И вы увидите AI-ответ. А потом задайте коммерческий запрос вида «Купить телевизор LG 52 W600». И вы не увидите AI-ответа. Вы увидите Google рекламу. Google получает 100% своей прибыли из рекламы. Если Google убирает рекламу, компания банкротится. Соответственно, это не в их интересах убирать рекламу. Реклама переходит в коммерческие запросы, как там, где она и должна быть. Так, Pimax лучше работают на широкую или тестить сегменты? И так, и так. Пусть у вас будет одна группа на широкую, одна с сегментами. Если разные компании, но одинаковые товары запускать на разные сегменты, будет ли нормально работать? Лучше компания на одну категорию товаров, одна компания, но мне разные группы по сегментам. Так будет лучше. Так, друзья, раз вопросов больше нет, значит, заканчиваем. Как раз мы с вами четко уложились в 55 минут, почти час. Тогда вопросов нет. Встретимся на следующем эфире "Вопрос-ответ". Вам желаю мощного масштабирования, мощного увеличения и до новых встреч. Всем пока.